Все мы хотя бы раз показывали знак Виктории. Два пальца в форме буквы V. Задумались ли вы, что за история и значение у этого знака? Отправляемся в средневековую Англию. Английские лучники были визитной карточкой Туманного Альбиона. Охота и стрельба из лука были традиционными занятиями на Британских островах, а лучников часто набирали из кого? Из охотников. А теперь давайте представим, как лучник натягивает тетиву. Именно двумя пальцами. Вот этими. По легенде, тем, кто был захвачен французами, отрезали указательный и средний пальцы, чтобы они больше не могли управлять своими длинными луками. Longbow. А знак V использовался непойманными или победившими лучниками для демонстрации силы или намерения победить. Одним из известных примеров использования знака Виктория является период Второй мировой войны. Этот жест стал символом победы благодаря британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Он часто показывал этот знак, чтобы символизировать победу и поднять моральный дух британцев во время войны. В 1960-х годах знак Виктории стал ассоциироваться с миром и противостоянием в войне, особенно в Соединенных Штатах. Протестующие против Вьетнамской войны и другие активисты начали использовать этот жест, чтобы выражать свои пацифистские убеждения. В наши дни знак Виктория имеет множество значений в зависимости от контекста. Он часто используется для изображения победы в спортивных или других соревнованиях. Жест по-прежнему остается символом мира и используется в контексте протестов и социальных движений. Ну и, наконец, в некоторых странах, таких как Япония и Южная Корея, люди часто показывают этот знак на фотографиях как символ радости и дружбы. Знак ОК – соединение большого и указательного пальцев круг с остальными пальцами, поднятыми вверх, имеет интересную историю. Одна из популярных теорий связывает происхождение знака с выражением all correct, которое было распространено в США в начале 19 века. При этом слова all и correct писались неправильно, начиная с букв O и K соответственно. Все хорошо, так сказать. Но потом, собственно говоря, буквы стали показывать на пальцах. O и K. Похоже, да? O, K. Еще позже аббревиатура ОК была популяризована во время президентской кампании Мартина Ван Бюрена в 1840 году. Это 8-й президент США, не путать с Армином Ван Бюреном. Его прозвище Old Kinderhook. По названию его родного города в штате Нью-Йорк первые буквы также O и K. И буквы эти стали частью слогана его президентской кампании. «Голосую за ОК», а его сторонники стали использовать ОК как символ поддержки. Позже, во время Второй мировой войны, моряки и летчики стали использовать знак ОК как невербальный способ подтверждения, что все в порядке или понятно. Рок-н-ролл. Этот жест иногда называют рогами или козой. Поднимаются указательный и мизинец, а остальные пальцы согнуты. И здесь интересная многослойная история его появления. У большинства из нас этот знак ассоциируется с рок- и метал-музыкой, но его корни уходят гораздо глубже. В Италии этот жест известен как корна, используется для защиты от сглаза и для отведения неудач. Жест издавна имеет магическое или суеверное значение. В буддизме знак называется Карана Мудра. Используется в различных медитативных и религиозных практиках для передачи определенных энергий. Помогает устранить ментальные блоки, но популяризировал этот жест рок-музыкант Ронни Джеймс Дио, вокалист групп Rainbow, Black Sabbath и Dio. Дио начал использовать этот жест на сцене в конце 1970-х. По его словам, его итальянская бабушка использовала жест как средство защиты от сглаза и злых духов. Дио решил использовать жест на сцене как символ медитации. И он быстро прижился среди фанатов рок-музыки. Друзья, на этом выпуск про значение всем известных знаков подошел к концу. Не забудьте подписаться. Также не забывайте, что у меня есть второй канал про путешествия. Зовут меня Егор Еремеев. Канал также называется. Переходите, смотрите и увидимся в следующих выпусках.
не забудьте подписаться. Комментарий, как вам выпуск такой.